Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за хайповую Лизи. Да, будем разваливать ею командные бои, всех до единого, так сказать. Ну и не, чтобы не тянуть, просто отправимся в боец. Хочу на ней тоже подапать рейтинг, у нас уже осталось не так много дней, к сожалению, сегодня уже четверг. Нужно будет так нехило задоминировать в этом бою, чтобы развалить. Но опять же, здесь уже плюс-минус, видите, вот команды там 2-го уровня, точнее 12-го уровня, да, есть союзники. Намекну ребятам, что нужно идти на бота легендарного, надеюсь, это поможет немножко. Немножко должно помочь. Так, ну выпал легендарный дробовик, ладно, он мне не нужен, поэтому отдадим его Брюсу. Пусть забирает, как говорится. Надеюсь, Хамелеон забрал. Офигеть. Просто, вот понимаете, да, 12-й Брюс, а Хамелеон забирает легендарный дробовик. Ну, вот как это назвать? Вот. Ай, так обидно за Брюса. Брюс недоволен, короче, этим всем. То, что у него просто взяли и забрали легендарный дробовик. Мы мой сокомандник. Погнали. Как же обидно. Вот посмотрите на это. Вот смотрите на это существо. Просто существо. И нам сейчас нужно через всю карту идти, чтобы помочь ему. Хоть как-то. Хотя бы немножко, да? Блин, испугался только что 5-го уровня. А у нас, кстати, позиция не очень так-то. Если посмотреть. У нас мои ребята отступили. Блин, я тут один остался. Офигенно. Очень офигенно, на самом деле. Вот я не понимаю, кстати, почему они отступают. Типа, можно было драться, они взяли и отступили. Бежим, бежим. Ой, как команда. Ну, кстати, мой союзник уже очередной раз упал. Да, блин, промахнулся чуть-чуть. Какие же они халявщики, как же это меня бесит. У нас Брюс не залетает вообще. От слова совсем. Но тут, правда, ситуация не так, где Брюс может залететь. В этом-то и проблема в основном. Блин, ну не получается нам сыграть. Сейчас нормально против этого склада. Фламинго слишком много душит, нам нужно уйти с воды. Ну а что они не уходят? Ну что они делают? Ну. Они... Они, наверное, сейчас хотят развести этих челиков, нубасов, на то, чтобы те в зоне подрались с ними, да? Блин, я не успел. Не кинулась гранатка. Ладно, пойдем отсюда. Блин, не достал немножко. Ну да ладно, бывает. Сейчас надо, кстати, Брюсика отхилить немного, чтобы ему было попроще. Опа, у них 2 фламинго было? Жесть. Я думал, у них один был. Ошибся, получается. Так, убили этих, убили тех. Ну, что ему сказать, все красиво. Тут закинули гранатку. Бачка добили почти. Все. Красота, кстати. Я даже очень рад. Мы смогли выжить. Конечно, непонятно, что там было. Брюсик, не умирай. Да куда ты идешь? Бак, ты совсем, а? У меня столько нет хилок на вас. Мы уже как бы победили, они все равно идут умирать в зону. Ох уж эти союзники. Типичные, да? Типичные союзники. Любители поумирать в зоне. Опа, капканчик сработал, а? Притык поставленный. Красиво, красиво. Я, кстати, еще MVP взял. Ну, это за счет выстрелов с луков по фламинго, скорее всего. Они там в воде были. До них никто, кроме меня, достать не мог. Поэтому вот такая вот стуевина. Не, ну мне понравилось, как бы затащил чисто Лиской. Ну, Лиска как бы имба. Она одновременно может и в дальний бой, и в ближний бой. При этом гранатки очень хорошие у нее. Ну, не идеальные, конечно, но хорошие. Ты как бы не всегда их ожидаешь. По себе увидите, вот они прилетают. Ну, в этот раз у меня команда, мне кажется, будет слабоватая. Ну, все зависит, конечно, от команды противника. Вот. Знаете, как определить, типа, победа или не победа? Все зависит от команды противника. Будет ли у противника сильная команда, там, из 12 левелов адекватных, да? Или, к примеру, будет такая же, как у меня, да? Там, 10, 7, 8, тогда да. Тогда есть шанс нас затащить. Вон, я там вижу же пингвина фазе, который лагает. И который меня сейчас будет убивать, скорее всего. Ну, вот, видите, уже убивают.
Ну, Джейд, повезло, что пришла мне помочь. Это хорошо, конечно. Но пингвин в фазе это проблема все равно большая, достаточно. Никса бахнем тоже. Попробуем отхилиться. Не знаю, вот сейчас, вот это вот то, что сейчас происходит, это большая ошибка, которую не надо было совершать никогда. Но я ее совершил. Я очень, на самом деле, в этом плане сочувствую. Потому что я теперь ничего не могу сделать. Ай, наша Джейд просто стоит пусто. Вы видите, да? Просто стоит. Ну что за бред? Меня просто только что откинуло. В нулину. Просто в нулину откинуло взяло. Офигеть. Надо резать наших союзников быстренько, как это только возможно. Обидно, у них хамелеон, видите, вот притягивает там, всякие штуки делает полезные. Ай, не, ну это все, это смерть надо валить. Тут уже без шансов, там еще один сквад пришел, короче. Это уже габелла, к сожалению. Ну вот. К сожалению, не получилось затащить. Ну, бывает, что уж. Эх, печально, конечно. Ну, что ж поделать. Придется переиграть вдвоем. Ну, как вдвоем? Судя по Джейд, она сейчас умрет. Судя по ней, да. Ну, как я и говорил, в принципе, ничего нового. Шансы затащить у меня практически нету, потому что осталось 2 склада. Точнее, нет, один побитый склад остался. Блин, можно было бы Джейд резнуть, но я не буду этого делать. Эх, к сожалению. Такая судьба меня настигла. Вот были моменты, где можно было затащить. Вот зачем они пошли на этот остров драться? Этот Никс, да, этот Джейд, которая там тоже пошла им помогать потом. Ну, я тоже там резнуть пошел. Вот, как бы, ну, не было бы этого Никса, не было бы проблем бы. Ну, как говорится, это зубы, это командная игра. И приходится иногда жертвовать чем-то, чтобы победить, но в этот раз жертва Никса оказалась бесполезной. И за нее мы проиграли, наоборот. Ох уж эти Никсы, да. Попробую сейчас досидеть до конца. А, все, уже остался последний склад, поэтому погнали. Ворвемся, так сказать. Возможно, даже получится развалить. Вот если бы я сейчас врывался в нужный момент, то, может быть, и развалил бы. Ну, кстати, есть еще шанс развалить. Достаточно неплохой. А, нет, уже нету. Ошибся. Эх, ладно. Бывает, как говорится. Ничего нового, в принципе. Вот эти ребята молодцы, хотя пингвина мы могли столько раз убить, я в него столько урона влил. Но команда сказала не сегодня. И мы проиграли. Но вот видите, 11 Никс, и сколько он зарешал, да? Он очень много жил, он очень много вносил урона, движухи в бои. И за счет, мне кажется, этого... Ну, еще хамелеон у них был классный очень. Хамелеон просто у них вообще офигенный был. Почему? Потому что он у них... Блин, как же это сказать? Ну, у них очень много аптечек золотого. То есть они жили за счет хамелеона, по сути. Если бы не хамелеош, они бы все там откинулись, потому что аптечки были с нашей стороны. Мы на халяву здесь получали кучу всяких, ну, вот здесь вот, да, стояли, получали эти аптечки, хилились, а противники не могли этого всего делать, и они проигрывали. Нам очень сильно в этом плане. И нам, по сути, нужно было просто взять и добить. Добить, и все, красиво было. Но немножко не получилось, не фартануло. Такие дела. Ну, это зубы, чё? Просто хамележ, который притягивал аптечки. Вот, кстати, он здесь на воде стоял, он притянул аптечку вот отсюда. Ну, вы понимаете, да, вот здесь, с отсюда. Жесть, конечно. Ну, даже такое бывает. Блин, сколько гранат, офигеть. А наши челики лук золотой лутат. Ну да. Самый нужный момент, чтобы золотой лук. Они подобрали. Гениально, я считаю. Отлично все закинули. Красивенько. Победка. Изи. Изи. Ну, тут повезло. Тут команда, видите, плюс-минус адекватная. 11, 2 11 уровня, 2 13, включая меня, да? И как бы вот это вот все сделало нам победку, я считаю. Генри там уже пошел врываться. Не очень, конечно, удобно это делать будет. Крабик не хочет командно играть вообще ни в какую. Он просто... Ох уж этот крабик. Ох уж этот крабик. Генри сто... Ну вот почему они не могут командно играть? Ну вот почему? Ну почему? Ну почему? Я хочу победить. Играйте командно. Я буду держаться с крабиком. Сейчас с Генри тоже можно было подержаться. Он, в принципе, сильный. Достаточно. Получается.
Ой, как же тут живем на понтах вообще. Так, ну, вроде выжил, нормально. Да, я только что ворвался в бака. 12 уровня, 13 линий. Крабик не смог меня спасти. Генри, спасай. Генри улетел. Вот вроде бы 13 уровень, думаешь, но он же умеет играть команду. Да, да, умеет, смотрите. Ну да ладно, проехали. Нет, да. Ну как бы он весь бой вот здесь вот пролетал, не знаю, чем он там занимался. Ну я сам сделал ошибку, блин. Такую ошибку сделал. Ай, так обидно. Так обидно. Но что есть, то есть. Такая зуба, к сожалению. Даже 13 уровень не всегда бывают адекватные. Эх, обидно. До слез прям. Но, как говорится, сдаваться не будем, поэтому давайте еще один командный боек сыграем. Я думаю, сейчас мне повезет, и мне попадется прям хорошенькая какая-нибудь командочка. Даже можно не топовый уровень, просто чтобы были адекватные. Кнопочки нажимали и держались вместе. Ой, что-то как-то по уровню вообще все плохо. Хотя 10-й орел это, в принципе, хорошо даже. Правда, он без первобытного инстинкта, конечно, но он все-таки 10-й орел. Этого будет достаточно, я думаю. Сейчас бы гранатку еще залутать, было бы красиво. Если вот эти вот двое ребят будут играть адекватно, то мы, наверное, сможем победить. Но наш орел уже умер. Залетел не в тот район, да? Как говорится. Блин, я до него дойти просто не могу. А че их так много? Их там такое ощущение, что больше, чем один сквад получилось. Аптечку заберите, пожалуйста. Ну, черепах, ну ты же можешь аптечку забрать. Ну, чё бы этого не сделать, ну? И не говорите, чё бы этого не сделать, если ты это можешь. Орел у нас, кстати, красиво залетает, отжимает противников, никсов тут. Бахает по ним. Я, кстати, тоже минуснул только что на никса. Красивенько. Фух, смогли затащить. Ну, было тяжело очень. Не знаю, там, как мы вообще выжили под этой кучей никсов, под этой кучей гранат тройных, да? Там же такое количество их было, что это просто невозможно было выжить. Но мы как-то смогли. Пережили, и это прекрасно, на самом деле. Фух, кстати, какой-то очень странный скин у этого Луи был. Это этот! А я думал, что-то это Луи, блин, офигеть. Так это не Луи был, лол. Я что-то это... Я смотрю, какой-то странный скин, думаю, что за дела, кто это такой? А это Зеброид. Ну ладно, давайте поиграем командно, в принципе. Там ребята кого-то гонят, давайте за ними пойдем, наверное. Бочка, правда, не разбилась, но да ладно. Бывает. Текс. Кого они там гонят, интересно, я просто не понимаю. А вот, догнали, Никса гнали. Капец, это жесткий, Никса догнать. Это как? Это вообще возможно? Текс, ну. Красавчики, все, погнали. Куда они в зону бегут? Да не идите вы в зону. Ну куда вы пошли? Ну вот как всегда. Ну почему эти неадекваты это делают? Ой, не могу. Как же горит. Как же с них горит. Вот им нужно на край зоны идти. И тут другой сквад. Что они делают на краю зоны? Я не понимаю. А ладно, пусть орел берет. У него вроде поэффективнее будет. 16 кингрупп, понимаю. Бежим. Бросаем наших союзников и бежим, да? Не, конечно, такого делать не будем. 13 лев, нет, мы все-таки бросаем. Все-таки бросаем. Они нам не нужны, по идее. Уже как бы конец игры, уже не надо. Уже все. Уже хватит. Наигрались мы в зубы. Ай, как бы... Что с этим делать, я не знаю, на самом деле. Ну да, вот я умираю тоже. Но опять же, тактика пойти на край зоны, как бы. Ну блин, 13-12 лев, 2 никса адекватных, которые играют команда, которые закидывают гранатки. Кенгуру, который врывается и делает весь кипиш 16 уровня, да? И наша команда. 2 где-то там бегают, 1 уже солился. Мы с черепахом вдвоем стоим в эпицентре, деремся. Ну как бы, о чем тут было говорить, да? Ни о чем. Но не повезло, бывает. Такие команды всегда попадаются, но... Иногда попадаются и все-таки прекрасные ребята, которые тащат, которые играют командно, которые нажимают кнопочки, у которых есть дефибрилляторы, да. Это редкость, конечно, в командных боях. Но что есть, то есть. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.